Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Сегодня мы с вами будем работать акварелькой. Попросили написать осенний пейзаж акварелью. Листочек у меня формата А4. Бумагу саму я потом покажу. Он не белый, а такой, знаете, кремового нежного цвета. И еще хотелось бы сказать, что в этой работе уже при монтаже, когда монтировала видео, увидела интересный такой эффект, который получился не специально. Это акварель так вот растеклась, но создам такую небольшую интригу, как бы найдете ли вы то, что получилось вот случайно. Если нашли, пишите в комментариях. Не нашли, пишите, что не нашли. Потом, кто не нашел, вот открою секрет. Вот я разделила листочек напополам, ниже середины наметила немножечко, там будет, да, дальний лесок, видно линия горизонта, и волнистой линией слегка обозначила макушечки деревьев, которые у нас будут находиться слева. И вот здесь справа тоже кусочек такого вот леса, либо какая-то, ну да, скорее всего, лес. Вот намечаю непосредственно сам бережок, да, и деревца. И здесь тоже вот у нас будет на переднем плане, то есть такая листва, да, как бы показано лежать, и деревья. Деревья я стволы прорисую, но как прорисую? Основные какие-то большие ветки. То есть у нас особо, как бы, если это что-то темное, да, то, в принципе, мы по светлой листве можем его спокойно проложить, у нас светло перекроется, да. В основном нам нужно отметить, где у нас будут светлые участки, чтобы их не закрыть какой-то темной краской, потому что вернуть назад это будет сложно. В акварели мы всегда идем от самого светлого и постепенно движемся к темному цвету, мы постепенно затемняем. Скажу еще так, что вот эта бумага, я работала на ней в первый раз. Летом еще я попала в магазин Леонардо, такой классный магазин. Это не реклама, это так мне хотелось как бы попасть. Я попала, нашла этот магазин. У нас в городе его нет, в другом городе. И прям мне понравилось. И я набрала там очень много бумаги. Вот такую ластик-клячку взяла. Тоже очень классная клячка. У меня была обычная, ну такая бюджетненького варианта. Но это клячка от Faber-Castell. Ну, разница, конечно, ощутима. Эту берешь в руки, она, знаете, такая мягенькая, такая вот классная, а которая более дешевая, ее, ну вот кто пластилин лепил и знает, да, когда вот он твердый, его надо помять в руках, чтобы он стал мягкий, вот такой вот в коробочке она такой. А это всегда мягенько, то есть ты ее взял и начинаешь работать. Кисть Малевич, это Pony Mix, такая довольно-таки широкая. Закрываю пока область там, где у меня будет небо. Небо, деревья тоже закрываю, ничего страшного. Смачиваю водой, хорошенечко пропитываю бумагу, смотрю, чтобы у меня не было сухих участков, то есть, ну, как-то надо наклониться, или как под углом, да, у меня свет, то есть, чтобы видно было, чтобы вся бумага была прокрыта водичкой. Ультрамарин с водичкой. Видите, довольно-таки темно. Если темно получается, то есть добавляем больше водички. И вот наношу такими пятнышками ультрамарина. Это у меня вот краплачок розовый. Смешиваю с ультрамаринчиком. Это будет теневая в облаках. То есть такими вот легкими мазочками, где-то там вот прям точечки ставлю, где-то провожу. Да, она уже сама там расплывется, как ей надо. И в уголочке немножко там тоже будет виднеться небо. Коричневого добавляю, вот этот фиолетовый, более такой грязный фиолетовый получается.
совсем-совсем чуть-чуть еще больше таких вот теневых. Этим же цветом ближе к линии горизонта тоже нанесу таких облачков. Но не сильно их контрастные делаем, то есть они бледненькие должны быть, ну вот такие вот. Если сильно темные, то есть кисть промываем и водичкой это все дело смягчаем. И где-то более темных пятнышек вот беру ультрамарин, чуть-чуть так вот капелек поставила. Какие-то конкретные резкие границы в небе чуть-чуть размываю. Красненький с охрочкой, внизу таких теплых оттенков в небе видно. Если где-то перемешивается ультрамарин с охрой, начинает слегка зеленеть, как бы ничего страшного, совсем ничего. Добавляю, бумага впитывает очень хорошо. Прокрываю еще водичкой наши деревца слева. Беру желтенький. И вот так пятнышками наношу. Интересно, чтобы было. То есть она растекается, понятно, что у каждого она растечется по-своему, да? Но все равно смотрим, создаем какую-то интересную вот контур вот этой кроны деревьев. Где-то совсем маленькие точечки, как бы намеки на определенные какие-то листочки на фоне неба. Добавляю сюда же красненького, коричневенького, охрочки. Такой вот оттеночек желтенький, да, тепленький, но потемнее предыдущего. Вот эти деревца также намечаю, которые справа. И этим же цветом ставлю пятнышки на деревьях слева. То есть будет у нас как бы каемочка, край деревьев светленький, желтенький, да, а постепенно как бы к стволам мы будем затемнять, то есть глубину деревьев показывать. Туда же добавляю каких-то более красноватых оттенков. То есть здесь уже как бы понятно, что сюда мы не положим какой-то синий, да, цвет или там, я не знаю, фиолетовый. Такой листвы не бывает. То есть, ну, добавляем оттенки потемнее, чем желтый, какие-то вот коричневатые, оранжеватые, можно больше желтоватых. Вот я смешала зеленый. Зеленый у меня он такой довольно-таки яркий сам по себе, как вот молодая весенняя листва, вот такой вот он. Но я его подпачкиваю либо черным, либо коричневым. Вот такие вот у нас кусточки, макушки кустиков такого цвета. Так он получается коричневато-зеленый оттеночек. Вот сюда в листву более темных, да? Охра с коричневым. Еще ставлю пятнышек. Видите, постепенно я добавляю вот этих вот контрастов темных постепенно. Я вот посмотрела, дала им растечься, как вот они впитались, насколько они посветлели, да, то есть в акварели главное не спешить. То есть подождать, либо просушить феном, да, посмотреть, как оно получается. То есть потом уже добавлять, затемнять где-то. Вот прорабатываю справа, да, добавила красноватых таких оттенков. Опять-таки это может быть охра с красненьким, коричневый с красненьким, что-то такое. Внизу более коричневые. Прокрываю нашу речушку. Дальний план. Вот черненький с голубой лес на дальнем плане. Тоже создаем такие интересные какие-то макушечки, то есть намеки на деревья. Пока водичка вот у нас там в холстик позволяет, можно сухой кисточкой лишнее стереть. Стираем тоже, кисточку промываем, отжимаем.
тряпочку и протираем сухой кисточкой. То есть все позволяет сделать на этой бумаге, ну, намного комфортнее. Вот когда я рисовала, кто смотрел, клубничку акварелью, там такой блокнотик более маленький, листочки. Вот на нем очень сложно, хотя фирма бумага та же самая, фактурка там другая. С ней не так комфортно было работать, как вот с этой. Это мне понравилось, конечно, больше. Наметила я, да, вот горизонтальными мазочками поверхность, где у нас будет земля, и вот здесь отражение немножко. Рябь на воде как сделать? Вот я взяла фиолетовый этот оттенок, да, и кисть, обратите внимание, она вот прям, видите, изогнулась, она сухая, абсолютно сухая. И вот слегка я набираю этот фиолетовый и сухой кисточкой, легкими движениями я как бы горизонтально нанесла вот эту вот рябь на воде, то есть как бы сухой кисточкой вот такие вот проплешинки остаются. И вот можно сделать. А что еще касаемо этой бумаги? Вот для такого осеннего пейзажа, да, как бы, ну, классно. Она такая тепленькая, и формат такой вот у нас, да, осень, желтая, все. Вот она идеально подошла, как бы, да. Но если надо, к примеру, сделать, допустим, какие-то море, да, белые, прям вот белые блики, либо, что у нас еще может быть, березы, к примеру, стволы, да, белые оставить. Конечно, ну, можно попробовать, но она все равно будет такая работа вся теплая, но идеально белый, соответственно, не будет, потому что бумага не белая. Либо потом проработать гуашь, как вариант, белый. Вот я опять, да, заполняю внизу эти кусточки красноватые и зеленый с черным подмешала, вот оранжеватых. Там, где у меня подразумевается, что будет лежать листва, я наношу мазочки более горизонтально. Это основа под вот эти листочки, то есть здесь наносим такими вот пятнышками, зеленоватыми, оранжеватыми, коричнево-красными, то есть пятнышками заполняем. Смочила вот справа низ у деревьев и опять-таки вытемняю, показываю, что у основания деревья там, да, густота и там темно. Этим же цветом, таким вот темным коричневым, я очерчиваю, отделяю берег от отражения. Туда же черненького чуть-чуть, зеленый с черным. Горизонтально на поверхность, где у нас, собственно, вот земля видна, да, около деревьев, там лужайка какая-то. Более темным у основания отражения, то есть у нас деревья, да. Помним, что водичка это у нас как зеркало, то есть только перевернутая наоборот. То есть если у нас деревья у основания затемнены, вот такой вот еще спрей можно использовать. Вот так несколько брызг, и уже все растекается. Если кисточкой боитесь, допустим, что там сильно растечется. Так вот, что касаемо отражения, да, если у нас деревья затемнены у основания, то есть это затемнение надо показать и в воде, особенно если деревья прям очень близко около воды находятся, то есть они будут отражаться полностью. Если они где-то далеко от водоема, то могут отражаться только макушки, то есть на это надо смотреть, как бы анализировать. Вот опять прорабатываю деревья слева, да, добавляю более таких уже маленьких пятнышек. Вот опять зеленое с черным. То есть все те же оттенки. То есть вот смотрю, чтобы было красиво, контрастно. Но, соответственно, мы не перекрываем какие-то вот светлые наши участки. Потому что есть такой вариант, что можно все перетемнить
и вот этих светлых, нежных, воздушных оттенков их не останется. То есть аккуратненько. Вот такая Сонет кисточка Белка Микс номер 3. Уже беру поменьше кисточку. Желтенький. И начинаю более точечно создавать какие-то листочки. Уже, так сказать, пошла детализация, да? По краю желтеньких. И ниже будем спускаться уже более темными. Коричневый сюда добавляю. Красненький. И так вот точечками, точечками. Но где-то прям кончиком кисточки, да, точечки ставлю. Где-то чуть-чуть как бы прижимаю ее, чтобы они такими вот, ну, как бы, когда все будет точечками, тоже не особо красиво, да, листва же наши не точечки, а как бы такие вот кляксочки остаются, где-то точечки, где-то вытянутые, да, и такое вот ощущение создается разнообразной листвы. Более темным показываю какие-то стволики, также темненького чуть-чуть на бережочек. Опять-таки добавляю, очерчиваю берег. Более темных, более красноватых, то есть разных оттенков добавляю. И отражение вот этих веточек, стволиков в водичку. Самым-самым краешком кисточки, кисточку держим прям вертикально, чтобы кончиком рисовать самым. Намечаю стволики и в деревьях. Вот где у нас красно-коричневый, да, заканчивается, вот темным можно до этого момента нанести, а дальше, к примеру, каким-то красно-коричневым, чтобы на желтом не было вот этого очень черного. Слегка протерла, подсмыла, чтобы посветлее участки были. То есть это можно сделать, капнуть на этот участок водички, да, и сухой кисточкой как бы выбирать эту краску, и получится, вы тем самым высветляете. Смачиваю на деревьях слева тоже участки, где я хочу добавить еще пятнышек, чтобы они расплывались. Замешиваю опять красно-коричневый. Начинаю прорисовывать стволики. И также выбираю правый край деревьев, то есть показывая как бы свет и тень, да, на стволе. Черного добавляю с левого края. И слегка границу эту размываю, чтобы получился как бы плавный переход. Суховатой такой вот красочкой, то есть беру черный немножечко, малое-малое количество водички, то есть слегка смоченная кисть, такие вот травинки. И уже кистью горизонтально провожу, да, какие-то вот сухенько, как водичку мы наносили, также вот какие-то такие вот движения показала. Просушила работу и вот добавляю более тоненьких веточек на деревья. Здесь уже работаю, прям кисточка вертикально стоит к холсту. Не спешите, аккуратненько. То есть скорость это она вырабатывается со временем, да, писать тоненько и как бы быстро. Поначалу может сразу и не получаться. Но самым-самым кончиком контролируем нажим, чтобы веточки у нас были не дрыны какие-то, да, такие большие, а тоненькие, аккуратные такие симпатичные веточки. К низу травинок добавляю у основания. Это черный с коричневым. Следующий стволик черный с коричневым.
Что еще хотелось сказать по поводу вот этих деревьев. Стволы делайте разной толщины и на разном расстоянии друг от друга. Там пускай оно будет минимальное, но разное. Кисть, смотрите, веточки тоже вот не совсем ровные, а как бы если у вас есть в руке тремор, вы боитесь, да, вот она дрожит, и пускай дрожит. Вот это будет веточка не идеально ровная получаться, она будет такая вот дрожащая, кривоватая, косоватая, и это будет хорошо, потому что веточки у нас, они все равно где-то на излом идут, да, где-то такие вот, ну, так в природе оно есть, и так будет правильно, так будет красиво. И вот справа опять выбираю красочку, тем самым высветляя стволик. Красно-коричневым на кусточках этих, которые за деревьями, да, там ставлю такие тоненькие веточки, показывая эти кустики. Какие-то вот тут ниже травинки. И следующий ствол дерева, тоже такой кривоватый, показала. Наметила сначала основной, да, и от него уже начинаем отводить как-то интересно все эти веточки. Обратите внимание, что основная крона этих деревьев и вот где кустики начинаются, там у меня кое-где даже просто чистый лист остался, то есть чтобы вот оно все это дело отделялось, кусты от непосредственно деревьев. И также протерла красочку с правой стороны, с левой затемняю. И по светлой чуть-чуть прохожу, так вот дрожащими короткими мазочками, показывая какую-то имитацию коры дерева. Травинки. Тоже видите, я травинки не вырисовываю каждую какую-то отдельно. То есть, ну так вот, дала намек. Красновато-коричневый оттеночек. Затемняем кустики. Очень они такие светленькие, да, получились. Промакиваю водичкой, чтобы красочка расплывалась. И вот ставлю более темных пятнышек. Красновато-коричневых. Видите, когда влажная поверхность, даже просто вот когда ставите точечки, они там где-то расплываются, между собой соединяются, и то есть уже не точечки, да, получаются такие какие-то интересные, красивые узоры. Ту часть, где у нас вот эти кусты соприкасаются с речушкой этой, тоже там отдельных каких-то набросала. Теперь точечно я делаю крону деревьев, вывожу листочки вот желтый с лимонкой на фон неба, то есть кисточка вертикально стоит к холсту, и такими вот легкими тычочками где-то она пружинит к листочку, да, и такие получаются не точечки, а разнообразные мазочки. Не сильно давим, а так вот слегка-слегка и быстренько-быстренько, как бы особо не задумываясь, заполняем. Видите, они получаются такие вот разнообразные, не точечки даже, а похожие вот именно на листочки. Более темных к низу, да, более светлых. Ну, тоже чередуем, чтобы не были у нас все, допустим, какие-то темно-красно-коричневые. То есть, если дерево у нас, вот видите, внизу и желтоватых добавила, и более таких вот красно-коричневых, темных. То есть, понятно, разненькие были, интересные. Даже вот сюда, в кусточки этого зеленого с черным. Край этих кустов зеленоватых тоже там
как отдельными листочками покажу несколько мазочков. Беру черненький, возвращаю где-то стволик этих кустиков, травинки, стволы деревьев подчеркиваю слева. Если какие-то основные ветки я прорисовываю, да, затемняю этим черным, то только слева, то есть с теневой стороны. И не все. Там, где у нас на желтеньком фоне крона деревьев, там у нас коричневые пускай остаются. Прорабатываю бережок. Ну, то есть здесь уже смотрю, где у меня не хватает этих контрастов, да, какие-то травинки вот по краю бережочка. Где не хватает контраста, там вот добавляю. Стволиков более контрастных добавляю. То есть у нас и коричневатые там да, остались, то есть менее такие вот контрастные. А некоторые у нас прям такие черненькие. Опять красно-коричневое, тут бледное пятно. Около деревьев большие пятна светлые остались, тоже добавила коричневатых. Вот некоторые листочки, видите, прям конкретно выходят на фон нашего вот этой речки. Затемняю еще отражение. И вот тоже тычочками, такими, как мы листочки ставили, да, кисть вертикально, вот разбрасываю листву здесь внизу. Красно-коричневые, зеленоватые. То есть таких вот интересных, чтобы не была земля такая прям очень светлая. То есть добавим таких пятнышек разнообразных. Облака чуть-чуть размываю. В теплый цвет чуть-чуть добавила фиолетовинки. Убираю красочку со стволов, если сильно прям затемнилось. То есть должен виден быть свет, тень. Прям вот видите, убираю, когда кисточку от листочка, это я ее вытираю о салфетку. И чистой кисточкой опять протираю, пока не устроит результат вас. Краешек коричневым оттенила, и вот по сухому уже добавляю вот эти вот черточки, напоминающие кору дерева. Вот такая вот бумага, на которой я работала, от Плаза, 200 грамм, лен, цвет палевый, 20 листочков. Альбомчик такой, склеечка, вырываете листочек. То есть, а фактурка, вот пыталась показать, не знаю, будет видно или нет, она напоминает холст. Вот видно, да? Немножко. Напоминает холст, прям очень приятно, комфортно писать на такой бумаге. Понравилось мне, в общем, очень. Снимаем скотч. И вот такая работа у нас получилась. Скотч снимайте, когда работа уже просохнет, либо сами феном для волос просушите ее. Вот такой осенний акварельный пейзаж у нас получился. Ну что, друзья, пишите в комментариях, нашли вы то, что вот акварель растеклась так интересно, такую маленькую фишечку или нет. Напишите обязательно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Я желаю вам всем творческих успехов, отличного настроения. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.